Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. На дворе весна и уже хочется вязать что-то легкое, воздушное, весеннее или даже летние ажурные кофточки и топы. И я вам предлагаю обратить внимание вот на такой простой, но изящный ажурный узор. Наверняка, может быть, уже многие видели этот узор, встречали схему для вязания этого узора. Я вам тоже предлагаю схему и подробно расскажу в этом видео, как вязать такой узор. На первый взгляд схема очень простая, но по схеме необходимо провязывать узор и в лицевом, и в изнаночном ряду. И я подробно в этом видео покажу, как вязать каждый ряд. Дорогие рукодельницы, данный образец я связала из пряжи. Это полухлопок, газал джинс, моточек 100 грамм, в нем 160-170 метров. И использую спицы номер 3,5. Отличная пряжа для вязания весенних и летних вещей. Обратите на нее внимание. Для вязания узора я также составила подробное описание. Здесь буду прописывать действия каждого ряда, чтобы не сбиться. При вязании этого узора учтите, что раппорт в ширину составляет 10 петель, высоту повторяется 10 рядов. Я набрала для 4 повторений рисунка 40 петель плюс 2 кромочные петли. И начинаю вязать с лицевого ряда. Здесь я вначале провязала резинку и далее выполняла ажурный узор. И первый лицевой ряд вяжем так. Первая петля кромочная снимаем. Далее 4 лицевых. Далее провязываем 2 петли вместе вправо. Для этого заводим за 2 петли спицу за передние стеночки и провязываем вместе 2 петли лицевой. Далее 1 лицевая, накид и 3 лицевых. Первый раппорт завершен. Можете маркерами разделить полотно по 10 петель, чтобы не сбиться при подсчете петель. И далее повторяем 4 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 3 лицевых. И еще раз повторяю. Я закончила вязать 4-е повторение. Осталась 1 петля кромочная, провязываю изнаночной. Можете выполнять кромочные петли любым способом. Поворачиваю вязание на изнаночную сторону и вяжу второй ряд узора. Второй ряд вяжем так. Первая петля кромочная, снимаем ее не провязывая. Далее идет 3 изнаночные. Помните, что при вязании по схеме мы лицевые ряды считаем направление слева направо, изнаночные ряды с направлением справа налево. Поэтому справа налево идем отсчет по схеме. 3 изнаночные, далее идет накид, далее 2 изнаночные. Далее 2 петли вместе провязываем изнаночные, просто заводим спицу в центр за 2 петли и провязываем их 1 изнаночной. И заканчиваем первый раппорт 3 изнаночных. Количество петель в раппорте не меняется, то есть 3, 6, 9, 10 петель. И далее повторяем те же самые действия. 3 изнаночных, накид, 2 изнаночных, 2 петли вместе изнаночная и 3 изнаночные. И далее провязываю узор до конца ряда, выполняя эти повторения.
Третий ряд идет по лицевой стороне. Первая петля, как обычно, кромочная, мы ее снимаем. Далее читаем по схеме. 2 лицевые петли, 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Для этого заводим спицу сразу за вторую петлю и за первые стеночки провязываем 2 петли одной лицевой. Далее 3 лицевые петли и выполняем накид. После накида 3 лицевые. Повторяем эти действия. 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо, 3 лицевые, накид и 3 лицевые. И так провязываю узор до конца ряда. Четвертый ряд выполняем по изнанке. Первая петля кромочная снимаем, далее провязываем 3 изнаночные, накид, после накида провязываем 4 изнаночные, далее 2 петли вместе одной изнаночной и 1 изнаночная. Первый раппорт узора в ширину завершен, 10 петель провязано. И далее повторяем те же самые действия. 3 изнаночных, накид, 4 изнаночных, две петли вместе одной изнаночной и 1 изнаночная. И так довязываю до конца ряда. Начинаю вязать пятый ряд. Пятый ряд проходит по лицевой стороне. Первую петлю снимаем как кромочную. Далее сразу провязываем 2 петли вместе одной лицевой, чтобы петельки были наклонены вправо. Для этого провязываем за передние стеночки 2 петли. Далее выполняем 5 лицевых, накид и 3 лицевых. Первое повторение, 10 петель провязано, и вновь повторяем те же самые действия. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых, накид и 3 лицевых. Итак, повторяя действия, я довязываю ряд до конца. Начинаю вязать шестой ряд. Шестой ряд это изнаночный ряд, и в шестом ряду мы начинаем вязать вторую половину раппорта узора в высоту. Первая петля кромочная, далее провязываем 4 изнаночных, далее необходимо провязать 2 петли вместе одной изнаночной, но так, чтобы у нас на лицевой стороне петелька смотрела не вправо, а влево. И для этого вначале мы петли переснимаем и меняем местами. Вот таким образом. И смотрите, вторая петелька у нас оказалась первой, а первая сместилась назад. И теперь провязываем 2 петли одной изнаночной. После такого убавления провязываем 1 изнаночную, делаем накид и далее еще 3 изнаночных. И на этом первый раппорт 10 петель завершен. И далее выполняем повторение: 4 изнаночных, далее 2 петли перекрещиваем, меняем местами их и провязываем изнаночной. После убавления 1 изнаночная, накид и 3 изнаночных. Начинаю вязать седьмой ряд. Это лицевой ряд. Первая петля кромочная, и далее выполняем
раппорт, 3 лицевых, делаем накид, далее провязываем 2 лицевых и затем 2 петли вместе, но так, чтобы у нас петелька направлялась в левую сторону. Для этого вводим спицу в центр 2 петель и за вторые стеночки провязываем 1 лицевой. И смотрите, петля идет в левую сторону. После убавления провязываем 3 лицевых и повторяем 3 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 петли вместе с наклоном влево, провязываем за вторые стеночки и после убавления 3 лицевых и повторяем эти действия. 8 ряд по изнаночной стороне вяжем так. Первая петля кромочная, ее снимаем не провязывая, далее 2 изнаночные петли, далее провязываем 2 петли вместе изнаночные, но в начале петли меняем местами и после провязываем их вместе 1 изнаночной. После убавления 3 изнаночных, накид и еще раз 3 изнаночных. 10 петель провязано, первый раппорт, и далее повторяем те же самые действия. 2 изнаночных, 2 петли вместе изнаночные, но в начале петли меняем местами, провязываем их 1 изнаночной, далее 3 изнаночных, накид и 3 изнаночных. Итак, вяжу до конца ряда. Перехожу к вязанию 9 ряда по лицевой стороне. Первая петля кромочная, далее начинаем вязать раппорт. 3 лицевых, накид, далее 4 лицевых, 2 петли вместе с наклоном влево и остается 1 лицевая. 10 петель первого повторения провязано, и далее начинаем вязать второе повторение. 3 лицевых, накид, 4 лицевых, 2 петли вместе с наклоном влево и 1 лицевая. И повторяем эти действия до конца ряда. Начинаю вязать 10 ряд, и 10 ряд это завершающий ряд раппорта узора в высоту. То есть провязав 10 ряд, далее мы начинаем вязание как с 1 по 10 ряд. Первый ряд это как лицевой ряд. 10 ряд это завершающий изнаночный ряд. Первая петля кромочная. Далее после кромочной сразу 2 петли вместе провязываем изнаночные, но в начале меняем их местами. То же самое переснимаем так, чтобы вторая петля оказалась впереди. И после провязываем их вместе 1 изнаночной. После убавления 5 изнаночных. Далее делаем накид и завершаем вязание раппорта 3 изнаночных. 10 петель провязано. И повторяем эти действия. В начале 2 петли вместе изнаночные, но меняем петли местами. Провязываем их 1 изнаночной. Далее 5 изнаночных. Накид и 3 изнаночных. Итак, выполняю этот ряд. Дорогие рукодельницы, посмотрите, какой получается простой, но изящный ажурный рисунок. Обязательно возьмите его себе на заметку. Дорогие друзья, я надеюсь, вы не забудете мне поставить лайк,
Подписывайтесь на мой канал, будем вязать еще много красивых узоров. До новых встреч!